Всем добрый день! Я продолжаю тему купальников, и сегодня я хочу подвести, наверное, итоги последних своих нескольких дней, что я поняла при работе по изготовлению купальников. У меня тут представлены три вида. Самый-самый удачный, наверное, у меня на манекене. И здесь все-таки есть один минус, который мне не нравится. Я изначально вырезала пояс не длинный, думала, что здесь я пришью как бы вот такие вот завязочки. Но завязочки я пришила, и у меня получилось здесь очень неаккуратно, хотя я очень старалась, чтобы этого не было, да. Ну, в общем, пробник есть пробник. Хотя я думаю, что этот купальник будущий, потому что еще нет трусиков, я обязательно буду носить. Еще один купальник, который мне не понравился, вернее, он классно смотрится, он вообще просто выполнен намного лучше, чем вот это. То есть здесь у меня сплошной пояс, сразу переходящий в завязки, тут я продумала, но мне не подошла именно модель. То есть для широкой груди такая не подойдет. Но, может быть, знаете, если, допустим, грудь молодая, упругая, еще не кормящая, скажем так, то, возможно, такая модель, конечно, и подойдет и для широкой груди. Ну, то есть тут еще зависит от того, насколько у вас, насколько вы любите, да, открываться, и, ну, то есть ваш вкус, ваш выбор. Еще одна, вчера у меня вот сшился такой пробник. Его я продолжать не буду, потому что мне тут много что не понравилось. Просто я решила, потому что вот эти складки очень сложно будет заложить на бифлексе. Это лайкра, кстати, давайте поговорим о ткани, да, это лайкра, и она более удачная, ну, на мой взгляд, для купальника. Вот она у меня лайкра, и она у меня единственная, в единственном экземпляре, вот немножечко совсем. Так, сейчас скажу я, сколько у меня тут осталось. Во-первых, сколько у меня было по длине, по-моему, здесь был метр. Даже нет, метра нет. 85 сантиметров. И ширина, ну, я уже ее использовала, ширину, да. Осталось 109 сантиметров. Но, опять же, это приблизительно. Но у меня еще выйдет, допустим, для этого купальника еще выйдет трусики. Выйдут здесь. И, возможно, я еще из этого купальника, может быть, скомбинирую вот с этим бифлексом. То есть из этой лайкры и скомбинирую с этим бифлексом, может быть, что-то еще придумаю. Может быть, скомбинирую вот с этим. Кстати, смотрите, она... Нет, этот более не подходит. Вот этот больше подходит, потому что здесь такие глазки прям точно такого же цвета, как и эта лайкра. То есть, может быть, я скомбинирую и сошью какой-то купальник. Да? Как я могу скомбинировать? Чашка и пояс может быть из лайкры. А вот эта деталь может быть из бифлекса. Почему именно так? Потому что вот эта деталь, она в принципе не нуждается в покладистости, скажем так, да, то есть, ну, она не обязательно, чтобы она выкладывалась так, как нам надо. Вот как она выложилась, так и выложилась. Вот буквально вот она, да, вот бифлекс. То есть она здесь не нужен такой прям супер супер податливость, скажем так, не нужна. А лайкра, она более податливая, то есть с ней можно хоть как работать, хоть какие-то складки, хоть что. Вот даже вот эта вот обработка, лайкра, она очень хорошо прилегает, а вот здесь точно такая же обработка, она уже как бы выворачивается наизнанку. Хотя я тут давала припуски на свободу, то есть я тут как только не извращалась, да, такую чашку, то есть вот такую обработку я делала не один раз и давала на ткань припуски, то есть как бы на припосадку, да, давала свободу именно вот так по шву, и давала наоборот по чашке, то есть пыталась чашку растянуть, ткань, чтобы она стянулась, и все равно вот такой эффект получается, да, то есть такого формата шов здесь с бифлексом не пойдет, только с лайкрой. Честно говоря, вот не понимаю, почему, потому что вот так вот по ощущениям они вроде бы также тянутся, то есть одинаково. И эта ткань, ну, почему-то вот ложится именно на чашку, они ложатся иначе. Значит, смотрите, если вот эта линия
То есть вот эта лямочка, вот эта часть может быть неподатливой, то чашка и пояс, они должны быть более податливые. Ну, понятно, чашка тут, во-первых, чашка такая, с такими складками, я надеюсь, видно, да, далеко, она очень долго делается. Ну, конечно, первая чашка делается быстрее, но, смотрите, вот я беру чашку, у меня, допустим, к одной стороне уже пришито кусок лайкры или бифлекса, вот так вот пришито, я ее вот так накладываю и начинаю собирать эти складки. Ездит чашка, я пыталась и на манекене, ну то есть неудобно. Во-первых, ездит чашка, она, ну, вместе с тканью, да, она, это сложно. Во-вторых, вот так вот ну, можно, конечно, что-то, какую-то колодку, да, посадить. Может быть, на колодку посадить? Я сейчас достану колодку. Я, кстати, вот только что об этом подумала. Может быть, можно, удобнее будет на колодке. Да, думаю, что да. Но все-таки, допустим, она не ездит. Допустим, заложили мы одну складку, заложили вторую, заложили третью. Во-первых, тут нужно, смотрите, тут нужно как-то выкладывать так, что вот здесь вот складочка, она тоньше, ширина, а сюда она расходится больше. Почему? Потому что у нас идет объем, да. То есть вот здесь я ее закладываю, натыкала булавочками, да, допустим, прицепила, а сюда я ее должна выложить так, чтобы они выложились, то есть складочки выложились именно по форме, не просто вот так прямо, да, а именно по форме. Тут тоже сложно. Сложность не, то есть это не самое сложное, не самый сложный момент. Сложность в том, что нужно сделать одинаковой вторую чашку, да, то есть в зеркальном отражении, не просто в одну же и ту же сторону. Вот в этом, кстати, сложность. Почему? Ну, во-первых, мы с вами должны определить верх чашки, да, тут вот где надпись, и мы ее вот так вот стрелочкой мы определяем наш верх, то есть крупная стрелочка, да, чтобы потом нам не искать, не вертеть и не щуриться, не искать очки дополнительно, да, чтобы найти этот верх. Ну, в общем, сложность этой чашки, она классно смотрится, да, но сложность в том, что нужно сделать в зеркальном отражении вторую чашку. Точно такую же, да, не то, что точно такую же, то есть направление, да, а вот так, в зеркальном отражении. Ну, понятно, что я показываю, что я пытаюсь донести. Что касается вот этой чашки, она делается проще, она обрабатывается бейкой. Бейку я отрезала, то есть измеряла вот эту вот часть, измеряла сторону и отнимала 20%. Ну, бейка трикотажная, она очень эластичная, то есть, ну, как бы достаточно, да, минус 20%, не 10, не 15, а именно 20%. Она дает, во-первых, чашка делается глубже, и нет вот этих вот, как сборочек, да, то есть все гладко и классно. При этом она еще и немножечко стягивает. Вот эта чашка делается намного легче, намного проще, потому что, во-первых, здесь находим центр и закладываем две складки в одну и две складки в другую сторону. Ну и вторую легче повторить. Здесь лямка пришивается отдельно, просто пришивается лямка зигзагом, и все. Ну, может быть, аккуратненько, чтобы это все смотрелось, может быть, здесь какие-нибудь либо стразики, либо камушки, либо вот такой бантик, да, пришить сюда и сюда. То есть, ну, как бы, вот я, кстати, тут украсила бантиком. Из того же бифлекса тоненький рулик сделала и сделала бантик, пришила. Здесь тоже, кстати, можно будет сделать, но я не знаю, буду носить этот купальник или нет. Что касается вот этого, вот этой чашки, вот так она смотрится. Я хотела немного упростить эту чашку и сделала такую. Но я не подумала, что мне придется делать больше складок. Сейчас, где у меня тут где-то были булавочки, прицеплю. Я не подумала, что мне нужно будет делать больше складок здесь. То есть не так, как здесь 4 складки, а больше, да. И пришлось мне их делать очень маленькими, потому что я хотела, чтобы именно вот эта сторона была вся в складках. Поэтому для этой чашки она вообще классно смотрится, мне очень нравится. И делать ее намного легче, чем вот эту чашку. Вот. Несмотря на то, что тоже нужно будет в зеркальном отражении. Ну, как бы для меня ее делать намного легче. И я думаю, что сюда просто нужно больше свободы для складок. Причем свобода, она должна быть везде, то есть мы можем вот так вот просто вырезать либо круг, либо квадрат.
пришить вот эту часть, а потом уже здесь выкладывать и лишнее срезать. Точно так же, как я делала вот эту чашку. Но просто здесь нужно будет больше складок, чтобы они прям выходили вот так вот к центру, да, как-то вот так. То есть если будет больше складочек, то есть если будет шире складочка, не больше складочек, а шире складочка, то она будет выходить к центру, и она будет более заметной, да, будет более красивой. Вот так. Ну и здесь вот эта планочка, я ее сделала поменьше, просто как эксперимент. Мне понравилось. То есть вот эта вот планочка самое то, самое классное. Для чего эта планочка? Я уже писала в текстовом сообщении, в текстовом посте в телеграм-канале. Эта планочка очень хорошо поддерживает грудь. Как раз у тех, у кого грудь широкая, да. И вот как некоторые говорят, падают подмышки. Вот она как раз и поддерживает именно вот кому нужно. Чашка, вот допустим, вот такая чашка, она не поддержит. Вот на мою даже грудь, да, если взять, она просто прикрывает. Она не поддержит, несмотря на то, что это чашка поролоновая, да, не просто там из тряпки, да, из ткани, а именно поролоновая чашка, заболталась уже, она не поддерживает грудь. А эта модель, она именно поддерживает. Мало того, что она поддерживает грудь вот с этой стороны, вот сюда, да, она фиксирует, вот эта часть, она именно фиксирует, и получается вот здесь декольте очень красиво смотрится. Во-первых. Во-вторых, достаточно широкий пояс. Можно было, кстати, сделать еще шире, да, как бы, чтобы перекликалось вот с этой лямкой. У меня пояс еще прострочен, но это только потому, что у меня внутри резинка, и я боялась, что она там где-нибудь как-нибудь начнет перекручиваться. Зафиксировать ее нужно будет в любом случае. Можно только поверху, но так как я ее натягивала, лайкру прям натягивала на резинку, чтобы у меня выложилась вот эта деталь, то есть здесь она шире, здесь уже, да, вот тут вот я прям натягивала. И я боялась, что у меня скрутится или как это, скрутится резинка по низу, поэтому я тоже ее прострочила. Вот, в общем, здесь в этой модели, а я, кстати, не сказала, вот этот широкий пояс, если его сделать чуть шире, он поддержит и в этом месте, да, у кого-то, может быть, вот эти валики под грудью, он очень хорошо скроет, вот эти вот места, то же самое, если, допустим, этот пояс еще раз сделать шире, и сделать его сюда шире, и сделать здесь застежку, у меня просто нет подходящего цвета застежки, было бы очень круто. Если, кстати, я буду совмещать вот эти вот две ткани, то у меня есть и белая застежка, и черная, здесь можно и белую, и черную. Я думаю, что черная будет больше подходить. Такая достаточно широкая застежка. У меня, по-моему, 2 сантиметра шириной. Как раз для купальников такая удобная, да, с крючочками. Вот, и я сделаю именно такую, чтобы внизу не было завязок, а завязка была только вверху. Можно, конечно, вот эту завязку дальше сузить кверху, и чтобы здесь она не была такой широкой, да, ну, может быть, вы захотите там больше загорать и хотите тоненькую. Ради бога, можно ее вот отсюда, допустим, начать сужать и делать вот сюда уже узенькую. В общем, это на вкус и цвет, как говорится. Я пока сейчас эти чашки убираю. Так, эту тоже пока убираю. В общем, вот эта модель, она мне просто очень-очень понравилась. И я думаю, что все-таки работать я, скорее всего, буду именно с этой моделью. То есть мастер-класс у меня будет по этой модели. Пишите, что вы об этом думаете. Может быть, вы захотите вот такую модель. Кстати, да, будет эта модель, но чашку я буду делать другой. Потому что вот эти складки... Вы, конечно, можете их сделать. Я, может быть, и проговорю, как их сделать, что вообще нужно для того, чтобы их сделать. У меня здесь 4 складки, можно сделать 3, можно сделать 5, это на ваше усмотрение. Но очень сложно объяснить, во-первых, сложно делать, сложно объяснить, как их закладывать, потому что я знаю, что меня смотрят не профессионалы, и... Чтобы вы поняли, мне нужно доступно объяснить, да, если я сама как бы и сложно делала, я уже говорила, дописала в посте, что у меня на чашке ушло часа полтора примерно. Ну, первая чашка, может быть, полчаса я ее делала, ну, конечно, с перебежками, я, может быть, конечно, увеличиваю время, да, может, мне так казалось, что я так долго делаю, но вторая чашка точно заняла у меня больше времени для того, чтобы сделать одинаковые
Кстати, три раза переделывала, по-моему, потому что делала почему-то на одну сторону. Вот как я сказала, вот так, да. То есть чашки у меня не в зеркальном отражении были, а вот так. Если одна такая, то и вторая такая же. Вот прям ложила рядом с собой вот так вот, выкладывала чашку, и почему-то все равно получалось, что она вот так вот, в одну сторону, не в зеркальном отражении. В общем, чашка у меня будет приблизительно вот такая. Я сделаю все-таки здесь побольше складочку, саму складочку сделаю побольше, и будет она у меня вот такая. Будет у меня ракушка, да. С какой тканью я буду работать в мастер-классе, я пока не выбрала. Я, кстати, еще вот эту ткань не трогала, еще из нее пробников нет. Но, возможно, из этой ткани я сделаю слитный купальник. То есть по слитному купальнику мы тоже будем работать. Еще раз повторяю, у меня 3 бифлекса, вот они, да, бифлекс. Я, кстати, думала, что вот это тоже бифлекс, но нет, оказывается, это лайкра. Чем отличается лайкра? Вообще бифлекс есть и матовый, и глянцевый. Этот у меня матовый бифлекс. С одной стороны он белый, причем везде, да, вот так вот взять любой бифлекс, но у меня всего 3 вида, и он белый с одной стороны, а с другой стороны принтованный. Он тоже, кстати, бывает и однотонный. Я не знаю, однотонный белый с другой стороны или нет. Я, кстати, не помню. По-моему, у меня был бифлекс с обеих сторон одинаковый, но он у меня был, по-моему, глянцевый. А лайкра, она, значит, более глянцевая с одной стороны, вот я ее на глянцевую сторону сделала, лицевую, да, а другая сторона чуть менее глянцевая, она чуть более даже, наверное, матовая, да. И вот смотрите, кто-то предпочитает вот эту сторону лицевой сделать, а кто-то вот эту. То есть это не ошибка, это ваше желание. Вы хотите, допустим, поблескивать, вы делаете на более глянцевую сторону. Если вы хотите менее блестеть, то делайте на более матовую сторону. Но еще раз говорю, лайкра, я раньше не понимала, почему другие, я вот слушала, да, работу с купальником, почему другие блогеры говорят, что для купальника лучше брать лайкру. Хотя, допустим, когда в интернете ищешь ткань для купальника, почему-то выдает бифлекс. Да, то есть он более такой плотный. Но шить вот такие вот чашки очень неудобно. Очень классный способ, очень простой способ, но он выворачивается вот сюда наизнанку. Вот так вот даже видно, да, вот он прям вот так вот приподнялся или приподнялся. Заговариваюсь конкретно. Вот, поэтому смотрите, девочки, если вы новичок, то лучше выберите лайкру. Я, кстати, еще хочу посмотреть, есть ли она принтованная. У меня еще вот сегодня пришли, вчера я получила пакеты. Так, я получила ткани. Вот эта ткань, я не знаю, что это за ткань. Сейчас мы будем смотреть, что это. По-моему, сеточка. Аккуратненько надо ее вскрыть. По-моему, это у меня была сеточка, я сеточку заказывала. Это еще когда боди краила, хотела себе боди из сетки попробовать, но сейчас пока вот не знаю, пока, наверное, отложу этот вопрос. Да, вот такая вот интересный принт на сеточку. Вот такой. Да, здесь нет направления рисунка, здесь туда-сюда. Сеточка эластичная, очень упругая, кстати. Вот так вот она более рыхлая. Это длина почему-то более рыхлая, а ширина... Кстати, смотрите, если, опять же, мы, когда строили боди, я там не давала припусков. У меня нулевые припуски и по длине, и по ширине. И если вот, как сейчас я сказала, да, по ширине очень упругая и классная сеточка, а по длине она более рыхлая, то есть она тянется еще больше, еще сильнее, то сюда можно убрать, ну, может быть, пару сантиметров сюда, пару сантиметров вниз, пару сантиметров. То есть вот нужно будет смотреть по ткани, да, не ошибиться, скажем так. Вот такая у меня сеточка красивая пришла. И посмотрим, что тут у меня еще. Здесь я тоже заказывала сетку и бифлекс, возможно, еще. Сейчас я вот этот вот напоследок оставлю. Вот это вот что мне интересно. Я не помню. Сетка. Сетка? Да. Для чего я эту сетку заказала? Девочки, увидела в интернете
Вот эта сетка у меня именно заказана для боди, то есть я вот планировала. А вот эту сеточку я хочу... она намного больше. В общем, смотрите, я увидела в интернете пляжное платье из сетки. Пляжное, коротенькое, с длинным рукавом, видимо, когда уже хочется прикрыться, или сгорел, или не хочешь загорать, да, такая она прям облегающая, здесь она более такой свободная, легкое платьишко из сетки, именно из вот такой вот сетки, на купальник надето. Мне так понравилось, и мне захотелось. Не знаю, буду я шить такое или нет, но мне просто захотелось такую сетку. Вот это и вот это еще тоже красивейший такой принт. Тоже такая же сеточка. Я не выдержала и заказала две, потому что не могла определиться. По-моему, здесь 1,5 на 1,5. Ну, я сейчас не буду уже измерять. Вот такой вот морской тематики цвет. Интересно, подойдет? Нет, не подойдет. Не подходит. А вот сюда, ну, здесь она как бы тоже не очень. Поэтому не знаю. Это тоже ни к чему не подходит. Коты с питоном или что там со змеиным принтом не подходит. В общем, ничего никуда не подходит. Посмотрим, что я буду делать. И еще у меня один бифлекс. Как он называется, я сейчас скажу. Бифлекс жатка. Из чего оно сделано? Черного цвета. Возможно, я как раз из него, из этого бифлекса сошью себе леггинсы. То есть я еще пока не сшила, но... Ой, какой же он маленький отрез. И я не заметила, да? Какие леггинсы? По-моему, тут ничего не хватит. Ни на какие леггинсы. Только на купальник. Если леггинсы шить, то надо 2 куска. Но давайте посмотрим, рассмотрим эту ткань. Я, кстати, не смотрела, к сожалению, не посмотрела, сколько он размера, и заказала, какого он размера. А тут не написано почему-то. Ширина 80 сантиметров. Ширина 80 на метр. Вот так вот. А я не посмотрела. Ну, на купальник, в принципе, пойдет. Черный купальник, конечно, не очень будет смотреться, но можно с чем-то комбинировать тоже. Жатко, не жатко. Как бы. Вот эту, кстати, ткань можно вообще никак не... Можно, кстати, попробовать и никак ее не... складочки никакие не закладывать, да, то есть можно попробовать. Кстати, знаете еще какой способ есть? Вот, кстати, из этого можно и попробовать сделать. Взять чашку, обрисовать, дать припуски. Припусков лучше дать побольше, допустим, 1,5 сантиметра. Вырезать из бифлекса. Вырезать из сеточки, есть такая подкладочная тоненькая сеточка, да, и сшить между собой две стороны вот так вот. Вот таким способом, вот таким. Вывернуть и вставить чашку. И тогда вот такого эффекта не будет, вот такого. Но опять же, это как бы пока мои предположения. Я опять же такой способ хочу сама попробовать. И я думаю, знаете как, я думаю, наверное, потихонечку мы пройдем с вами все способы, которые использовала я. То есть вот такая вот обработка, да, вот такая обработка. Единственное, что еще раз говорю, лучше для такой обработки брать лайкру, вот для такой, и такую обработку мы с вами возьмем, такую, то есть для такой обработки можно брать и лайкру, и бифлекс нормально, да, вот такой вот обработка бейкой, ну, и что еще сказать, и то, что я сейчас назвала, да, то, что я сейчас проговорила, с подкладочкой, то есть это вот у меня без подкладки 2 варианта. А я еще хочу сделать с подкладочкой. Сеточка тоненькая у меня есть. То есть однотонная сетка, она даже вот тоньше вот этой. Это плотная как раз для боди. Вот. Кстати, они очень отличаются, вот эти вот сеточки. Вот это более плотная, упругая, вот это более такая мягенькая. Вот, кстати, вот такая у меня прям для подкладки такая сеточка есть. Вот. И я, наверное, все-таки
поснимаю, но не сейчас. Я сейчас пока еще только планирую, я сейчас пока только записываю, что я в будущем буду записывать. Я до конца мая таких мастер-классов записывать не буду. Ну, вот такие вот только разговорные видео о том, о сём, как говорится, да, и ни о чем. Вот. Я думаю, что на сегодня это все. Сегодня, к сожалению, я поработать, наверное, не успею. У меня сегодня очень загрузочный день. Вот выкроила себе буквально полчасика, чтобы с вами поболтать и пообсуждать, да, пообсуждать ткани. Все-таки вот, я думаю, наверное, к тому времени я все-таки закажу, может быть, несколько видов лайкры. Разошлась я, да, разошлась. Но, кстати, лайкра для слитного купальника, я думаю, что лайкра будет слишком рыхлая. Для слитного купальника лучше все-таки взять что-то такое более плотное, более поддерживающее. Вот, потому что лайкра, ну, по крайней мере, вот по ощущениям, она вот так вот по длине, да, это длина у нас, вот так длина, вот так ширина, она по ширине, ну, очень-очень слишком мягкая. Вот. Можно, конечно, взять масло. Есть и масло, знаете, такое не очень рыхлое, но хотя у нас такого нет, в магазинах у нас масла такого нет. Рисковать в интернете я не хочу заказывать, потому что какая там придет ткань, непонятно. Вот, поэтому думайте, девочки, чашки заказывайте, да, чашки по размеру, и лучше заказать одну, то, что вы думаете, что вам подойдет, а вторую побольше, как я это сделала, да, потому что мне вот то, что я думала, что мне подойдет, она не подошла, она маленькая, хотя для такой модели можно чашку и поменьше. Вот эта чашка маленькая, которая, да, у меня тут два вида, это какая? Все, куда делись маленькие? В общем, вот она у меня маленькая чашка, да, вот она, и побольше. Вот здесь использована как раз маленькая чашка. Я, наверное, уже все их использовала, поэтому я найти их не могу. Ну как раз вот она пара, и вот она пара, да, я их ищу. Вот здесь использована маленькая чашка, а вот за счет вот этой планочки она как бы чашка увеличивается, да, и поддерживает грудь. Поэтому смотрите, если вы хотите такую, можно, в принципе, и такую заказать. И, ну, я думаю, что лучше, конечно, пару вариантов иметь на всякий случай. Вот. В общем, на сегодня это все. Приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал и быть в курсе всех моих действий, скажем так, ежедневных. На сегодня всем пока. До новых встреч.